Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Меня зовут Юлиана и моя золотая команда. Приветствуем вас в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание словам, которые привлекают бедность, нищету, безденежье в вашу жизнь. Поэтому перестаньте говорить эти слова, и вы увидите, как ваша жизнь может измениться. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много интересной и полезной для себя информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Также обязательно активируйте следующую волшебную фразу в комментариях под этим видео. Деньги любят меня и приходят в нужном количестве, даже больше. Истина, да будет так. Вы знаете, наши слова и наши мысли способны менять будущее и наше настоящее. От того, что мы с вами думаем, говорим, зависит достаточно многое. К сожалению, часто мы не замечаем, сколько негатива у нас в голове. А потом мы время от времени удивляемся, почему нам не хватает денег, почему все так плохо. А вот действительно, почему все не так, как бы нам хотелось. И с нами происходит лишь то, для чего мы создаем те или иные условия в нашей жизни. Потому что наши мысли, наши слова способны на очень многое. Изменив их и научившись правильно использовать некоторые слова, мы вскоре заметим, как меняется жизнь в целом. Очень нужно быть осторожными со многими мыслями, словами, фразами, которые привлекают бедность и, к сожалению, отталкивают изобилие. Мы с вами неоднократно говорили о том, что слова обладают очень мощной силой, поэтому важно следить за тем, что мы говорим. С помощью слов вы можете привлечь богатство, изобилие, финансовое благополучие, удачу, а можете наоборот привлечь нищету и неудачу в свою жизнь. В нашей повседневной жизни мы часто с вами произносим слово «тратить». Слова «истратила», «потратила». К сожалению, они означают пустоту и потери. Если мы говорим о том, что мы на что-то потратили деньги, тем самым мы запускаем во Вселенную информацию об их израсходовании. Ничего взамен не придет, только пустота. Поэтому лучше слово «тратить» заменить на такие слова, как «приобрести», «купить», «вложить», инвестировать, так, чтобы это имело правильный посыл во Вселенную и, конечно же, в нашей жизни. Далее, часто многие люди произносят следующую фразу «денег нет». И мы с вами бесповоротно отгоняем от себя деньги. Мы сами своими словами обесцениваем то, что мы имеем. Ведь по сути у нас всегда есть хотя бы одна купюра в кошельке. Деньги есть, но они предназначены на что-то другое в тот момент. Если говорить о том, что наши мысли материальны, то как мы можем хотеть приумножить то, чего мы декларируем себе и Вселенной у нас нет? Нужно перестать употреблять отрицательные частицы. Как бы вам тяжело бы не было, и какое бы ваше не было финансовое положение в данный момент времени, забудьте слова «денег нет». Эта фраза является утверждением для Вселенной. Денежный поток закрывается, и у людей, постоянно повторяющих это, действительно никогда не бывает денег. А вот фразу «у меня есть много денег» нельзя также использовать в своем лексиконе, так как вы запускаете мысль, что у вас достаточно денег и больше они вам не нужны. Деньги исчезнут по мере ваших расходов, а новые из-за неправильного посыла больше к вам не придут. Не нужно говорить о себе или о каком-то из близких вам людей следующие слова: бедненький, бедный, потому что это слово сделает вас действительно бедными и неуспешными людьми.
Именно это слово, оно притягивает негативную энергию, а также проблемы и долги в вашу жизнь. Наверное, помните поговорку «Не жили богато, не нужно и начинать». И вот эта фраза и создает, знаете, вот фундамент нашей бедной жизни. Но уверены, что не способны что-то изменить, потому только и делаем, что постоянно себя жалеем. Мы боимся что-то изменить или начать активно действовать, так как мы уверены, что ничего не получится, и это делаем себе таким образом, знаете, вот посыл на бедность. Проще все-таки пожалеть себя, чем пытаться что-то изменить и двигаться вперед. В итоге мы получаем неуверенность в себе и низкую самооценку. Казалось бы, очень популярная и безобидная фраза, которую мы часто слышим в магазине, в супермаркете или на рынке. «Сколько я должен» или «сколько я должна». Казалось бы, ничего опасного она не представляет, но если задуматься, то посыл у нее очень достаточно странный, потому что слова имеют особую силу, потому не стоит просто так вгонять себя в долги. Вы никому ничего не должны. Помните об этом, пожалуйста, меняйте свое мышление. Отучитесь говорить следующее. Мы не можем себе этого позволить. Это для нас дорого. Это нам не по карману. Мы финансово это не потянем. Таким образом, вы сами нарушаете программу потока денег. И это грозит вам потерей финансов и даже нищетой. Лучше будет, если вы скажете: «Я обязательно куплю это позже, так как сегодня у меня другие приоритеты». За вашу работу и труд вы всегда получаете деньги. И это, знаете, вот воплощение ваших усилий. Поэтому научитесь уважать их и не высказывайтесь пренебрежительно такими высказываниями, как «капуста», «бабло», «бабки». Этим вы обесцениваете свои же деньги. Деньги нужно называть деньгами, вашим богатством, вашим доходом, но никак иначе, потому что так вы и будете трудиться, ничего, к сожалению, не получая взамен. Уважение к деньгам в разы повысит их приход в вашу жизнь. Все мы, наверное, слышали выражение «сосать лапу». Снова-таки звучит очень безобидно, а вот несет в себя один сплошной негатив. Вспоминаем медведя, который обычно впадает в спячку до полугода. Подводя себя под эту фразу, вы можете остаться без денег, к сожалению, на очень длительный срок. Современные люди, они свободны и независимы, и у нас не может быть хозяев. Все мы об этом знаем, мы в это верим, но почему-то, когда мы обращаемся к кому-либо как хозяин, шеф, мой начальник, мы, к сожалению, почему-то принимаем сторону раба, а раб, помните, должен подчиняться. Рабское поведение воспринимается высшими силами негативно и опять же ведет к негативу и всевозможным неприятностям. Уберите эти слова из своего лексикона. Лучше всего обращайтесь к человеку по имени и отчеству. Для того, чтобы не привлекать бедность, первым делом необходимо наполнить разум правильными мыслями и словами, сломать всевозможные убеждения и привычки. Очистите свою голову от слов и мыслей, которые блокируют развитие и движение вперед. Также постарайтесь исключить слова и фразы, которые привлекают в бедность. В первое время, вы знаете, это будет, наверное, многим сложно, так как для того, чтобы изменить свое мышление и избавиться от многих привычек, требуется время. Но только так вы можете изменить свою жизнь. Материальное благополучие – это дело только наших рук. Только вы за него отвечаете. Раз и навсегда запомните это. И как только вы начнете исправлять ошибки, вы сразу заметите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Мы всем желаем благополучия, достатка, изобилия. Будьте здоровы, берегите себя.